Представители знака зодиака Овен, приветствую вас, мои дорогие. Таро прогноз. Ближайшие события. Таро на неделю. Цыганский старинный пасьянс с 10 по 16 марта. Давайте узнаем события ближайших дней, ближайшего будущего или с чем это будет связано. И первым делом мы с вами разложим старинный цыганский пасьянс. Именно про события больше говорят эти маленькие карты. И, конечно, будем реалистами. Любой расклад, прогноз, увы, не расскажет о личной истории каждого из вас, но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. И дополнительно достанем с вами несколько карт Таро, посмотрим, раскроем то, что нам покажут карты пасьянса. С чем будут связаны события будущего. Итак. Смотрю я, смотрите и вы. И вот в самом начале нам уже выпадает, наверное, личная жизнь в центре внимания или дела дома. Это может быть, неважно, один вы и одна, или в паре, или вы человек семейный, и дети, и родственники. Когда выпадает подкова, в принципе, есть уже повод для радости. С другой стороны, это могут благополучно решаться какие-то вопросы именно по дому, место вашего пребывания. И поэтому, если вы даже один или одна, вы можете улучшать свое жилье. Или если вы работаете на дому, где-то обустраивать свое рабочее место. Но это все то, когда выпадает подкова, чем нам нравится заниматься. Ну и, конечно, это взаимоотношения, безусловно. Добрые энергии, мои дорогие овны. Ну, по крайней мере, в самом начале об этом нам говорят карты. Или есть возможность со всеми договориться, домочадцами. И правда, дела семейные. Потому что помимо подковы нам еще выпадает очаг. Это конкретно как и стены дополняет это значение места нашего пребывания. Или может быть у кого-то ремонт, банально так. Но это еще и наши домочадцы. Это все то, что касается и внутри дома, и то, что касается где-то через наши чувства, через наши эмоции. Ну, может быть, такая неделя, когда для вас вы сможете, ну, какие-то вопросы решить, которые касаются вашей семьи или личной жизни. Может быть, у кого-то покупка, посмотрите, у вас еще одновременно выпадает деньги. Или это может для кого-то проиграться, к примеру, деньги вашего партнера, поддержка вашего партнера. Но неплохие, прямо скажем, карты, которые обещают добрые события в ближайшие дни, мои дорогие. Давайте посмотрим, что нам еще выпало. И я смотрю, смотрите, и вы. И есть и победа. Конечно, победа больше нам говорят о тех вопросах, которые, ну, может быть, документы, дела, работа, бизнес или важные согласования. Возможно, это касается ваших планов, когда на этой неделе у вас решится какой-то вопрос. Карта продолжает, или точнее, выпавшее значение продолжает позитивный настрой этой недели для вас, овны. Давайте разложим все до конца. Ну вот что-то вам, тем не менее, может не нравиться. Или, смотрите, череп. Череп не есть какая-то конкретика. Это наши сомнения. Это то, что, по сути дела, есть в нашей душе, но в реальной жизни ни на что не переложишь. А у вас, тем не менее, одновременно выпадает еще открытый путь или дорога. Вы можете переживать по поводу дороги или готовящейся поездки, может быть, переезда, может быть и приезда человека к вам. Иногда ключ – это тоже символ того, что как ключи в ваших руках. Вы можете как раз решить, может быть,
тот вопрос или задачу, по которой вы задумались, переживаете, сомневаетесь. Вот то, что означает череп. И поэтому быть реалистом нужно дважды. Для вас может открыться как новая какая-то стратегия, тактика по части вашей работы, потому что часто ключи– это в целом наше благополучие. Но значит сделать для себя что-то грамотно, хорошо и со знаком плюс. У вас для этого есть все предпосылки. Буквально с первого значения, которое выпало для вас, нам говорят о том, что позитивная энергия. И более того, мы можем на этом пасьянсе сложить те карты, которые у нас выпали по краям. И если мы складываем первый ряд, верхнюю и нижнюю карту, у нас еще с вами совпадет молния. Молния – это неожиданное известие, это какая-то новость. И, возможно, вот с этой новости начинаются, как движение на этой неделе. Но тогда, с учетом выпавших карт, я могу предположить, что это добрая новость. Может быть, это то, чего мы действительно не ждали. Но всегда, если рядом выпадают более позитивные значения, значит, даже это если что-то иррациональное, но это все равно для вашего блага. Чего-то не упустить, мои дорогие овны, вам тоже нужно будет. Может быть, и не мучиться сомнениями, а для себя самого или самой. Какую-то новую, действительно, тактику разработать. Или принять, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И именно то, что пытается войти в вашу жизнь, с этим и нужно взаимодействовать. Дважды, наверное. Поэтому, если мы смотрим еще по краям и уже теперь горизонталь, у вас совпадает цыганка. Вообще это значение называется лицо. Это новое знакомство. Для кого-то буквально новое может произойти. Понятно, не для всех. Но для кого-то это будет символ того человека, который присутствует в вашей жизни, но вы еще его недостаточно хорошо знаете. У кого-то это может быть связано с личной жизнью. И, возможно, вы будете, если бы существовала вот такая дружба или существовали какие-то контакты, то вполне вероятно на этой неделе вы будете прояснять для себя что-то. Важные разговоры с таким человеком именно по личной жизни можете осуществлять. Но для кого-то это будет касаться то лицо, может быть даже официальное, такого я не исключаю, для того, чтобы вот эта победа осуществилась. Или вы смогли, пусть этот план, я вижу, что планы вам все-таки придется корректировать, несмотря на победу, потому что, есть некоторые условности. Раз молния есть момент неожиданности. А если это присутствует в нашей жизни, карты предвосхищают, будь гибче, тогда у тебя больше получится, тогда ты не упустишь какую-то возможность. И вот для вас это тоже, этот момент будет актуален. Тогда при должном уровне гибкости, лояльности вы с нужными людьми сумеете договориться. Одним словом, победа в ваших руках. И пока я с вами говорила, рассматривала, что же еще совпало, не вижу больше совпадений. Давайте узнаем, что нам дополнит, какие значения, которые касаются событий ближайших дней, карты Таро. И первую карту, которую мы с вами достанем, она будет называться «Неожиданности» или «Неожиданные события». Добрые события. Или то, что приятно вас удивит, или то, что вас обрадует. Достанем третью карту, к чему все идет. И по основным сферам жизни: сфера ваших достижений, работы и денег, сфера любви, личных отношений, личной жизни. Итак, что же за неожиданности? А ведь правда получение денег. Это колода ангелов-хранителей или поддержки патронажа ангелов. И здесь конкретные 3 очень позитивные момента прописаны. Наши желания, мечты и счастье. В неожиданностях, правда, все то, что я говорила по цыганскому пасьянсу, знаете, для кого-то это будет очень объемная какая-то или информация, или возможность, или дело какое-то решается, может быть, признание в любви. Но я все же больше вижу по части денег, и мы можем говорить, значит, через деньги, через финансы решается какой-то вопрос.
Или банально вы ждали денег, они где-то задерживались, вы получаете их на этой неделе. Или для вас по поводу работы решается тоже какая-то тема. Может быть, вы искали работу, возможно, вы хотели поменять. Или ваше личное дело, бизнес, ну вот стопорилось. Здесь, значит, вы будете видеть, что вам нужно предпринять для того, чтобы преувеличить свой доход. Ну или сами по себе какие-то перемены или возможности, они у вас могут быть. Если мы говорим в неожиданностях, приятные неожиданности, правда. Но тем не менее, добрые события, что вас приятно удивит. Да, действительно все то, что я сказала. И эта карта удовольствия от жизни. Это карта буквально процветания, когда мы остаемся более чем довольны. Но обратите внимание, одни из лучших карт в колоде на самодостаточность, на работу, на, ну, где-то удовлетворение от приложенных ранее усилий, безусловно, деньги. Но это 2 девятки и 9 по нумерологии. Это как пороговое значение. Дальше мы что-то подытоживаем, и мы будем на пороге перемен. Поэтому где-то карта говорит о том, что постепенно прежний жизненный этап, он завершается. Может быть, в последующем вы получите важное известие или какая-то новость. Обстоятельства вокруг вас будут меняться. И в обе карты денежные вам говорят 2 девятки. Придержи деньги или будь внимателен. Деньги у тебя будут на этой неделе. Но они тебе, Овен, понадобятся в последующем. Поэтому не совсем о быстрых тратах. Вот эти 2 благоприятные карты, они, ну, нас больше как бы провожают в будущее и говорят, что вот эти средства или вот эти ресурсы, мои дорогие, пусть у кого-то это касается работы, вы нашли новую работу или вас принимают, вы устраиваетесь на работу, но, значит, все свои козыри тоже не открывайте пока. Может быть, постепенно как-то. Тут не важен такой, знаете, как фурор. Тут именно свои таланты нужно раскрыть очень умело. Вот этот тоже момент есть. Постепенно, тем самым приумножая свои возможности. Поэтому добрые события есть. И счастливые какие-то, может быть, случайности или не случайные случайности. Такое тоже может быть на неделе. Да и по части неожиданности и больше радости. Но давайте мы узнаем, к чему все идет. У кого-то банально, правда, личная жизнь, признание в любви. Все же мы разные. Кто-то, допустим, люди семейные, ну, это как один из вариантов. Вам нужно тему решить по части вашего дома, вашего места пребывания или, ну, как бюджет семьи, да, и тогда у вас это получится сделать очень грамотно, правильно, ну и деньги как будто приходят. Для кого это касается личной жизни, важные разговоры, признание в любви, хорошее настроение вообще. Но если мы спросили, к чему все идет, имеется в виду продолжение, какое следует, то по рыцарю воды нам не говорят, что мы строим планы на будущее грандиозное. Продолжение уже присутствует, и мы это по предыдущим картам с вами проговорили. Но больше рыцарь кубков нам говорит: насладись моментом, позволь себе, ну, где-то и отдохнуть, передышку. Тебе сейчас даются какие-то позитивные энергии, Овен, для того, чтобы ты себя не загонял в угол, для того, чтобы вот этот череп, он сошел на ноль. Нивелировались ваши какие-то сомнения или самокопания. Это вам сейчас может мешать. Или из-за ваших сомнений вы начнете рассматривать те направления, которые в принципе не жизнеспособны. Такое ведь тоже может быть. А в это время ключи в ваших руках. Поэтому не забегаем далеко. Наверное, проживаем каждый день с событиями именно вот этого дня. То, что в ближайшем будущем. Планы или какие-то наши мечты, желания, они присутствуют. Но карта, ну, рыцарь кубков, она больше нас возвращает в реальность. Причем в ту реальность, которая достаточно в добрых энергиях или эмоциях даже планируется на эту неделю. Сфера ваших достижений, денег. Ну, правда, вот можно ничего не говорить, даже не зная колоды Таро. Карта из денег, десятка пентаклей, карта и благополучия семейного. Или решение каких-то вопросов по части ваших родственников. И тут самая разная палитра у каждого. Или работа на дому, кстати, для кого это актуально. Значит, как вы рабочее место можете обустроить, ну, для тех это кому необходимо сделать. Или
развить свой личный бизнес, свое личное творчество. Мои дорогие овны, у вас на этой неделе действительно одни позитивные моменты. По крайней мере, это нам транслируют карты. Поэтому так не бывает долго. Попробуйте для себя, даже если вас что-то не радует. Или, ну знаете, вы предполагали, что развитие событий будет в каком-то другом аспекте или в другом ключе. Но все равно оттолкнитесь от того, что вы имеете на данный момент, и тогда для себя возможностей вы увидите значительно больше. И самое главное, этот добрый период используйте по максимуму для себя полезно или хорошо. Личная жизнь, ну правда, что тут добавить? Еще и карта императрица. Личная жизнь, любовь. Это, безусловно, семья. Для вас, мои дорогие девочки, для кого это целесообразно по возрасту, по вашим желаниям, планам, я жду ребенка. Или, может быть, вы уже мамой стали, и маленький малыш, тогда больше по карте императрицы дел домашних, семейных, каких-то забот, но забот приятных. У нас с этого начался наш расклад. Значит, тогда денежные какие-то эквиваленты могут прийти. На этой неделе вы можете себе позволить купить или для своего малыша что-то больше. Для тех, кто постарше, будем говорить, надеемся сами на себя. Императрица все же это та карта, это как символ нового «я». Это могут быть ваши планы, хотя я это не исключаю для тех, кто помладше, но я просто хочу сказать, в прямом именно значении императрица часто это именно наши дети. И это женская энергия, это правда. Так вот, для тех, кто имеет возможность, допустим, и на сегодняшний день свое личное дело, опять же, продвижение. Как в буквальном смысле императрица плодовита, так еще эта плодовитость имеется в виду на какие-то новые идеи, на новые свершения, когда мы обдумываем, что же мы будем делать. Да, мы надеемся сами на себя, но вас, как и ваши жизненные силы, ваши жизненные активности, так и ваши планы, мои дорогие овны, как-то они очень ровно и правильно проходят на этой неделе. Это тоже немаловажно. Сомнения, если есть, но это какая-то, я надеюсь, ложка дегтя в бочке с медом, потому что только одна карта вот выпадает, которая несет вот за собой вот этот смысл самокопания или какого-то топтания на месте. Для нас больше открываются добрые какие-то возможности. И карта императрицы как раз о них и говорит, что если мы переложим нашу идею, задумку, наше желание на реальную плоскость, отработаем или разработаем для себя какой-то стратегический план, то тогда нет ничего невозможного. Понятно, что мы этот план будем корректировать, но осуществить то, что вы хотите, у вас получится. Мои дорогие мужчины, для кого-то это важная женщина в вашей жизни. И она может быть кто угодно. У кого-то это мама, у кого-то это любимая женщина, опять же, ваша супруга, или, может быть, партнер. Иногда такое тоже бывает по бизнесу, если это для вас актуально. Но договариваться придется. Императрица, она лояльна сама по себе. И она целенаправленно готова к тому, самое главное, чтобы ничто не нарушило ее планы или ее цель, намерение. Вот это должно оставаться неизменным. Но если император, он тоже цель имеет, но он такой более резкий, он быстрый, или есть мое мнение и все, я не готов рассматривать, может быть, и если там разные, да, позиции. Он где-то, ну, как непримиримость идет по аркану император. Императрица способна договориться даже с несговорчивым императором. Мои дорогие овны, может быть, вы сами с собой будете договариваться или уговаривать себя принять какую-то новую реальность в связи с теми новостями, которые вы получите. Вот это я тоже не исключаю. Но, наверное, желание для всех вас, мои дорогие овны, себе не навредить. Вот это самое главное и, наверное, карта совет. Можно расценивать и так. Очень благополучные карты, поэтому я вам желаю, чтобы все ваши намерения, цели осуществлялись, чтобы вы имели хорошее настроение на этой неделе. Будьте счастливы, мои дорогие овны, будьте любимы всегда.